Всем привет, кто зашел на наш канал. Привет, друзья. Всем привет. Hola, amigos, ¿qué tal? Como Надеемся, está? что у вас все хорошо и вас интересует так же, как нас, Испания, поэтому вы пришли на наш канал. Мы сегодня в очень интересном месте. Замечательный город, знаменитый, красивый, на побережье Средиземного моря. Берем вас с собой, так что предлагаем прогуляться и посмотреть, чем же он уникален. Ну а с вами, как всегда, Татьяна и Алексей. Канал We're in Spain, мы в Испании, estamos en España. Или мы в Подписка, Испании. лайк, комментарий приветствуются. Это Виа-Хойоса, город на берегу Средиземного моря. Здесь теплое солнце, шум волн и лучший шоколад в Испании. Виа-Хойоса известна своими шоколадными фабриками, где до сих пор делают десерты по старинным рецептам. И это место, где можно наслаждаться и морем, и вкусной едой, и особой атмосферой. Но также этот город не только про пляжи и сладости. Здесь есть очень интересные факты, которые вас точно удивят, и о которых вы наверняка еще не слышали. Так что оставайтесь с нами, впереди много любопытного о городе Виа-Хойоса. Пляжи Виа-Хойоса считаются одними из самых лучших на этом побережье. Чистая вода, уникальный чистый песок, спокойная атмосфера, большая территория этого пляжа. Кстати, пляжный сезон уже начался в марте месяце. Вообще в Виа-Хойосе есть несколько прекрасных пляжей, каждый он со своими особенностями, но, например, есть центральный пляж Плая Центро, и протянулся он на 1380 метров. Также могу сказать, что он отмечен голубым флагом за чистоту и удобство. Одна из главных достопримечательностей города Виа-Хойоса – это вот эти вот разноцветные домики. И по легенде, как я прочитала, рыбаки раньше красили дома в разные цвета, чтобы из моря видеть свои домики и плыть, соответственно, в нужном направлении им. Ну а теперь это визитная карточка этого города, и все знают, кто говорит про Виа-Хойоса, что да, вот здесь есть такая прекрасная набережная вдоль пляжа с красивыми разноцветными домами. Это замечательная набережная, не просто красивая улица у моря. Это настоящее место встреч. Здесь полно кафешек, где встречаются как туристы и сидят, наслаждаются, так и местные. Местные вообще вечером здесь гуляют по набережной. Также Виа-Хойоса славится своими фестивалями. Каждый год здесь проходит праздник мавров и христиан с музыкой, яркое настоящее шоу, костюмированное и очень интересное. Мы здесь бывали и, конечно же, можем рекомендовать вам тоже его посетить. Старый город Виа-Хойоса – это настоящий лабиринт из узких улочек, которых здесь множество. И здесь же сохранились стены крепости 16 века, которая раньше защищала этот город от набегов, нашествий пиратов. А сейчас я предлагаю пройтись немножко по этому городу, зайти в один из музеев. Также здесь есть шоколадная фабрика, которая работает в выходной день, в субботу до 14 часов. Масса интересного. Ну, а если вы хотите что-то здесь прикупить, то всегда можно найти недвижимость на продажу. Но помните, летом много народу, скорее всего, здесь тоже пробки, хотя пляж большой. Но думаю, что вообще на нашем побережье стало народу, конечно, больше, а плотная застройка ведется, поэтому все на ваше усмотрение.
Кстати, дорогие друзья, если вы будете в Испании, не забудьте поесть настоящий испанский шоколад Валор. Сеть кафешек тоже есть. И в Виа-Хайосе тоже есть такая кафешечка. И не обязательно бегать, например, в Тривьехе, искать дубайский шоколад с фисташками. Это всего лишь маркетинговый ход. На самом деле в Арабских Эмиратах они активно едят финики. Это их, можно сказать, национальный деликатес финики. Финики с орешками, легкий кофе с кардамоном. Ну, где же в пустыне они могли хранить шоколад раньше? Это нелогично. Конечно, это год, как появилось такое лакомство. Все блогеры его открывают с фисташками внутри зелеными. Но на самом деле там есть и мука, и много разных ингредиентов. Гораздо полезнее купить просто фисташки и просто купить чашечку шоколада 72% или плитку, который настоящий, хороший, горький шоколад. И по чуть-чуть это пробовать. Рыболовство всегда было важной частью жизни Виа-Хайосы. Здесь, на многочисленных улочках, можно найти самые свежие морепродукты и попробовать местные блюда. Например, знаменитую паэлью с морепродуктами в каком-нибудь приятном местном ресторанчике. По дороге в музей, в археологический музей, нам встречается много интересных достопримечательностей. Вот одно из них. Красиво. Здесь находится Турист-Инфо. Дорогие друзья, я предлагаю вам зайти в этот интересный музей археологический, и что-то мы с вами здесь интересное, наверное, увидим. Ну, мы зашли, дорогие друзья, в музей археологии. В общем, интересно, нам дали вот такие вот брошюрки. 3 евро вход на одного взрослого получился. Пойдем посмотрим. Ну, а вы всегда будете иметь возможность самостоятельно зайти, посмотреть и удивиться. Все, идем вниз. В этом археологическом музее представлен очень интересный факт, который мы не слышали ранее ни от кого здесь живущих, а также ни от гидов. Оказывается, у побережья Виа-Хайосы находится затонувший римский корабль, известный как Буферрер. Это крупное торговое судно 1 века нашей эры, длиной 30 метров, и оно перевозило груз свыше 200 тонн, включая амфоры с рыбным соусом и свинцовые слитки. Также корабль затонул между 64 и 68 годами нашей эры, был обнаружен в 1999 году на глубине около 25 метров, примерно в километре от берега. Es probable que el plomo e incluso las salsas de pescado que transportaba refiere a un emperador de Roma que había ganado una guerra en Germania. Eso reducía a los principales candidatos a Claudio, Nerón y Domiciano. Мы вышли из археологического музея и надеюсь, дорогие друзья, что этот уникальный факт про римский корабль был вам интересен. И если вы будете в этих краях, то при случае сами можете заглянуть в этот музей. А в городе есть также другие музеи, например, музей шоколада Валор, связанный с местной шоколадной фабрикой, о которой я вам говорила уже выше. А вообще город Виа-Хайоса – это небольшой, но очень уютный город. Находится недалеко от Аликанте, сюда удобно добраться на поезде, также на машине. Рядом расположен Бенидорм, известный курорт с пляжами и небоскребами. Ну и мы просто прогуливаемся дальше по этому замечательному городу и посмотрим, что здесь еще есть. И, конечно же, поделимся с вами. Замечательный город Виа-Хайоса. Ну, как всегда, наверное, есть и плюсы, и минусы. Жилье на берегу – это, конечно, сырость, влажность. Вот сейчас море спокойное, но все-таки на первой линии я бы не рекомендовала, потому что влажность у наших знакомых в квартире достаточно ощутимая. Ну и мы сами, в общем-то, останавливались, жили, были, знаем, что такое. Город красивый для посещения, есть у нас здесь знакомые местные, много интересных мест, конечно же, трам есть. В общем, мы много показывали. В этот раз мы хотели немножечко другое показать вам. Самое главное, что есть очень богатая история.
И все как-то рядом. Смотрите, как красиво. Все как-то рядом. И история, и отдых, пляж и так далее. Надо просто смотреть, узнавать чуть больше. Чуть больше, чем говорят при продаже квартир, что вот то все. В общем, это не просто упаковка и обертка, это еще богатая история у Испании. Вот. Гуляем, смотрим, показываем. Не забывайте подписываться, писать комментарии, поддерживать лайками, становиться спонсорами прекрасного, интересного нашего канала. Только что мы зашли в ресторанчик, где попробовали и атун, тунец, и сальмон, разные другие, тартар. В общем, морепродукты, цены здесь средние, как на всем нашем побережье. Здесь, еще раз скажу, есть кафе «Валор». Пробуйте настоящий шоколад, не гоняйтесь за дубайским. Здесь, в частности, знаю, что бум в Торревьехе пошел, едят там чуть ли не торт под названием «Дубайский шоколад». Покупайте лучше финики, орешки, там, ну, вот такое что-то, да, это гораздо полезнее, наверное. Ну, а здесь, видите, прекрасная береговая линия, отдых. Всегда можно встретить знакомых каких-то. Всем привет, кого увидели сегодня. Неплохой городок для отдыха, в частности, для постоянного проживания, знаю, тоже люди живут. Все очень индивидуально, все надо смотреть своими глазами, не верьте картинкам. Но здесь есть штрафы, если собачка ваша писает, как и там в неположенном месте. 800 евро мы только что видели на улице, где ресторанчик, где останавливались, где археологический музей. Ну и изучайте историю, посещайте музеи, оставайтесь на нашем канале. У нас всегда новое, интересное. Мы всегда почти первые оказываемся в интересных местах. Открываем для себя разные регионы Испании, показываем вам, но не призываем никому, там, ни север, ни юг, все индивидуально. Есть прекрасные много стран еще вокруг. Так что всем удачи, добра. Чао-чао, адиос, амигос. Увидимся вновь на нашем канале. Кусочек моря вам на счастье.